Всем привет! В эфире снова Док-Ток и я, Никита Тихонов-Рау. Ольга Орлаускас. Да, мы творческая и семейная пара, которые живем, работаем в России, снимаем документальное кино, как нам кажется, на остро-социальные темы. И сегодня, ну, конечно, о главном, о чем еще разговаривать. И сегодня мы будем говорить о теме волонтерства. Сейчас, мне кажется, такое время, когда почти с каждого утюга об этом говорят, но мы сегодня попробуем эту тему копнуть чуть глубже после просмотра фильма «Я волонтер. История неравнодушных», который вы только что видели в эфире. И сегодня вместе с нами в гостях Ирина Воробьева, ведущая программы «Чувствительно» на радиостанции «Эхо Москвы». И мало того, что она ведущая, она еще и на собственной, можно сказать, шкуре испытывает все радости и трудности волонтерства, будучи волонтером Лизы Алерт и добровольных лесных пожарных. Добрый вечер. Да, здравствуй, Ира. Также Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. И Артем Метелев, председатель Совета ассоциации волонтерских центров, АВЦ сокращенно. Да. Друзья, ну и давайте попробуем для начала просто вот для нашей аудитории понять и ответить на очень простой, такой кажущийся простым вопрос. Вообще в самой природе человека заложено библейски, да, какое-то стремление что-то делать хорошее. Это кажется так естественно, да, но в какой момент вот так случилось, что возникло само понятие доброволец или волонтер? Почему возникла потребность в том, чтобы это обозвать и выделить каким-то специальным словом? Кто хочет первый ответить? Ирина, давайте вы. Сразу я. Я, честно говоря, не знаю, почему начали придумывать эти слова, но нужно же как-то описать людей, которые, я не знаю, приезжают на поиски пропавших, или там приезжают тушить пожары, или едут в больницы. Ну, каким-то словом нужно было их описать. Ну, вот придумали там доброволец, волонтер, я не вижу разницы между этими словами никакой. Вот, ну, пусть будет так, хорошо. Что касается людей, которые по сути своей хотят делать добро, ну, конечно, хороших людей больше, чем плохих. Вопрос только в том... Спорный вопрос. Нет, это вообще вопрос, который мы даже не будем обсуждать. Хороших людей больше, чем плохих, это совершенно точно. Потом обнимемся. Иначе эта планета давно бы погибла. Но вот почему люди делают и совершают те или иные поступки, почему они идут там, в том направлении или в ином направлении, это, конечно, другой вопрос. Потому что волонтерству рознь. И мы это уже давно поняли. Особенно в прошлом году, когда был настоящий сумасшедший дом, когда был год волонтера, когда все ходили по потолку, и когда были какие-то огромные фестивали, очень красивые ток-шоу и классные какие-то блестяшки. Вот, этого было очень много в прошлом году, и хорошо, пусть будет так. Вот, но в любом случае, мне кажется, мы всегда будем возвращаться к вопросу мотивации, всегда, каждый раз. И каждый раз спрашивать себя и друг друга, зачем мы вообще все это делаем. Вот. Потому что один вопрос — это поучаствовать, там, прийти, чем-то помочь, или там, не знаю, на улице кому-то помочь и об этом забыть. Другой вопрос, когда ты годами этим занимаешься, когда это становится делом жизни, когда это перестает быть вот там просто порывом, да, и ты просто начинаешь постоянно этим заниматься. Вот очень правильная, наверное, фраза, которую ты сказала, зачем мы все это делаем. И вот к Артему вопрос. Артем, а зачем мы все это делаем? У людей, которые участвуют как волонтеры вот в тех проектах, которые уже озвучивались, или в любых других фондах, мотивация разная. Она зависит от возраста. Ну вот, например, для людей помладше, для детей, для молодежи, а средний возраст в России — это примерно 24 года. Средний возраст волонтера — это, кстати говоря, гораздо ниже, чем во многих европейских или любых других. Сколько лет ты сказал? 24 года. У них мотивация — это инструмент поиска себя, каких-то внутренних смыслов, в том числе определиться, чем ты хочешь заниматься в этой жизни, утвердить, вот если ты учишься на врача, и ты идешь, например, волонтером-медиком, ты для себя подтверждаешь, что да, действительно, это моя профессия, или наоборот, меняешь это решение. Я знаю таких людей, которые после того, как попробовали еще, будучи студентом, профессию как волонтер, отказались от нее и поменяли специальность. А можно считать волонтерство профессией? Нет, если ты выбрал профессию врача, пошел волонтером-медиком, ты увидел, как это все изнутри работает, и понял, что это не твое. Профориентация. Ну да. Чем старше человек становится, тем больше у него, мне кажется, возрастает мотивация решать социальные проблемы вокруг, и он больше берет ответственности за происходящее, за свою семью,
за свой дом, район, ну и дальше в зависимости уже от конкретного человека. И это же, мне кажется, исследования подтверждают, я их, по крайней мере, читаю, думаю, Ирина Владимировна сможет опровергнуть или подтвердить это. Но люди хотят, конечно, уже влиять на происходящее в стране, в обществе, в городе, в своем конкретном каком-то микрорайоне, потому что им что-то, возможно, не нравится. Или что-то нравится, они хотят это сделать лучше. Да? Они берут на себя эту ответственность и идут дальше. Чем старше человек становится, уже приближаясь к пенсии или будучи на ней, то это самореализация, продолжающаяся самореализация, потому что чем больше у тебя контактов, друзей, общения, активности в твоей жизни, тем дольше ты, собственно говоря, живешь, тем счастливее ты живешь. И каждый человек в этом нуждается, несмотря на то, что у него схлопывается какой-то внутренняя работа, значит, определенный круг контактов и активности, да, там друзей становится меньше. И вот эта потребность жить активной жизнью, счастливой, она у них есть, и поэтому так называемые серебряные добровольцы тоже активных даже мотивируют, не нужно объяснять. У меня такой вопрос, видимо, к вам. Скажите, вот сейчас мы видим, что мотивации, в принципе, везде все разложили по полочкам, мы поняли, что, в принципе, у волонтерства есть классная мотивация, человек может себя реализовать, и все хорошо. Но я часто слышу про каких-то нехороших волонтеров, которые только приносят вред. Вот вы можете мне объяснить, кто эти люди и чем они могут вообще вредить? Как волонтер может кому-то навредить? А что вы слышите, извините, пожалуйста? Говорят, нет, ну это не настоящие волонтеры, это какие-то другие волонтеры, они какие-то нехорошие. А что в них нехорошего? В каком контексте ты с таким сталкиваешься? Вот в контексте прошлого года, когда нам задавали вопрос, а у вас в фильме настоящие волонтеры или вот те вредные? Вообще не очень понятно, в чем. Я поняла. Знаете, все в этой жизни относительно. Так же, как тезис о том, где люди хорошие, где люди плохие. Здесь можно, конечно, основываться на неких общечеловеческих ценностях, но и оценивая этих самых волонтеров, какие настоящие, а какие нет, вариантов ответов тоже может быть масса. Знаете, есть, например, такая беда в нашей стране в виде ненастоящих волонтеров. Это, например, волонтеры при благотворительных фондах мошенников. Да? То есть так называемые волонтеры. Вот. Поэтому про этих волонтеров мы точно можем сказать, что это не настоящие волонтеры. А по поводу всех остальных волонтеров, которые там, кто-то себя считает более настоящим, кто-то менее настоящим, знаете, кто заслуживает большего уважения, кто 1 час в месяц потратил своего волонтерского труда на какое-то общественное благо, или этот 1 час он тратит, в среднем ежедневно. Это в любом случае большая ценность, потому что это час помимо работы, семьи, себя самого, да, это человек, который отдает. Он, по сути дела, на это волонтерство тратит свою жизнь. И поэтому здесь, кто больше достоин того, чтобы называться настоящим, я бы, собственно, так сказать, об этом бы не дискутировала. Все это очень относительно. Вы знаете, Ирина, вот поскольку мы сегодня обещали зрителям, что мы постараемся эту тему копнуть немножко глубже, может быть, чем обычно, не самый верхний слой, часто бывает что? Вот смотрите, был период, когда волонтерство — это был внутренний позыв отдельно взятого человека, из этих песчинок и мотиваций складывалась большую какую-то общность, да, людей. А потом в эту тему в какой-то момент очень активно пришло, скажем так, государство, да, со всеми вытекающими из этого моментами. Во-первых, да, в эту сферу пришли средства, в частности, да, пришло такое масштабное финансирование этой темы. И здесь возникает какой момент, что часть людей, которые делали это изначально по велению сердца, вдруг, например, пошли уже не за результатами какой-то собственной деятельности, а пошли за грантами, субсидиями и так далее, и так далее, и так далее. Вот не происходит ли благодаря этому подмена чистого человеческого позыва, который лишен каких бы то ни было материальных мотиваций, а просто идет на удовлетворение внутренней потребности человека быть хорошим и приносить пользу? Вот что вы можете по поводу этого сказать? Спасибо за вопросы. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Я бы, знаете, тогда вернулась бы все-таки к первому вопросу в отношении определения, откуда вообще появилось само слово, да, потому что мы хоть и говорим, что волонтер, там все самое лучшее, тот, который хочет самореализовываться. Вообще мотивация волонтерской деятельности намного более разнообразная, чем вот мы сейчас успели за эти минуты передачи про это рассказать. В 90-х годах, когда само явление волонтерства фактически не то, что не существовало, мы называли их добровольцами, этих людей.
людей. И сам термин волонтерство, который появился когда-то во Франции несколько веков назад, очень с трудом у нас приживался. И тогда явления и группа волонтеров были достаточно однородные. И не было такой проблемы охарактеризовать мотивацию волонтерской деятельности. Ответ был тот простой, вот, который мы сейчас уже сами и произнесли. Делать хорошее, самореализовываться и так далее. Но за эти годы, особенно в последние годы, благодаря в том числе и государственной поддержке, внутри произошла такая мощная сегментация самой волонтерской деятельности по видам и по направлениям, что сейчас дать однозначный ответ на вопрос, почему люди занимаются волонтерством, не беря материальную составляющую этого вопроса, а именно какие струны, так сказать, внутри заставляют встать и делать в данном конкретном направлении деятельности. Кто-то помогает животным, кто-то волонтер-медик, кто-то экологический волонтер. Там более 20, по-моему, направлений, да, 15? Направлений, знаете, по-разному, да, можно считать их много, но в любом случае каждому виду, каждому направлению волонтерской деятельности соответствует своя мотивационная структура. Теперь уже к вопросу о том, на какой организационной основе это все происходит. Да? То есть это как бы первое. Почему люди этим занимаются? Ответ разный. Более того, альтруистические соображения, да, они, наши результаты исследований показывают, а мы в Высшей школе экономики ведем мониторинг состояния гражданского общества, и уже лет 15 мониторим очень подробно как раз вот волонтеров. Мы видим, что альтруистические мотивы, да, они как бы преобладают, особенно в отношении определенных видов деятельности. Но также есть и карьерные соображения, и они, между прочим, у молодежи очень даже мощно чаще проявляют себя. Вот. То есть мы можем эту мотивацию анализировать как по направлениям волонтерской деятельности, так и по социально-демографическим группам, которые в эту волонтерскую деятельность у нас встраиваются. Смотрите, вот то, что сейчас Тёма сказал, по количеству и как бы стратам и разным возрастам людей, получается, что волонтерству, как любви, в общем, все возрасты покорны. Да? От школьников там и средний возраст, и пожилое поколение, и серебряное волонтерство и так далее. Мы это называем волонтерство через всю жизнь. Да, волонтерство через всю когда жизнь. зарабатывать? Нет, ну тут смотрите, тут очень интересный, Можно я все-таки закончу, иначе да. вы потом сами же поймете, что я не ответила на ваш вопрос в отношении роли государства. Да. Так вот, в отношении вообще государства и развития гражданского общества, которое имеет место быть в нашей стране, когда в 90-х годах гражданское общество развивалось не благодаря взаимодействию с органами власти, да, собственно, и не вопреки, но само по себе, все тоже говорили, что это очень плохо. В 2001 году произошло там некое всероссийское мероприятие, когда впервые органы власти с федерального уровня до муниципального собрались вместе в Кремлевском дворце вместе с НКО. И вот этот диалог состоялся, и государственная политика повернулась повернулась не в сторону волонтеров, а в сторону, в первую очередь, поддержки и взаимодействия. Еще даже не поддержки, не было такой мощной финансовой поддержки, социальной НКО, тогда социально ориентированных вы знаете, не было Ирина, как извините, понятия. у нас сейчас просто много тем, которые нужно обсудить. Вы очень интересно рассказываете, но хотелось бы услышать мнение коллег на эту тему. Ир, вот у тебя есть наверняка комментарий ко всему предыдущему вышесказанному. Ну, давайте начнем с роли государства. Конечно, когда государство вмешивается так сильно, как оно вмешивается в волонтерство в России, это очень плохо и очень пагубно. Ну, давайте так, хорошо. Вот у нас в Российской Федерации государство не может обеспечить нормальное лекарство для паллиативных детей. Не может, это факт. Есть такая проблема. Паллиативных взрослых. Не может, и так далее. Я могу по списку пройтись до конца программы. Да, почему? Потому что оно криво работает и потому что коррупция. Почему мы ожидаем, что когда государство придет в эту сферу, что будет как-то по-другому? Конечно же, не будет. Но была недавно, по-моему, какая-то не история про то, как раз каким-то специальным разрешением лекарства были доставлены. Понятно, что это не Но решение это так не системное. должно быть. Да, это не почему системное. мы аплодируем и считаем героями людей, которые внутри системы делают так, как надо? Потому что они сильно отличаются от всей остальной системы, они помогают людям. Так не должно быть. Система должна работать, она не работает. Да? Теперь, еще раз, да, государство, вмешиваясь в волонтерство, ничего другого отличного от всего остального ожидать нельзя. Я что касается... не согласен. Потом Ну да, мы сейчас годами обсудим. не согласны друг с другом, да, по понятным Поэтому вы причинам. сидите, а между вами объективная А я, статистика. кстати, тоже не согласна. Социология. По понятным причинам. Что касается мотивации, денег и всего остального, да, когда это все началось, немного было тревожно, потому что это было похоже на
движение «Наши» или что-то в этом роде, когда ты за пейджер или за билет в кино что-то такое делал. И было ощущение, что ну, реально подмена какого-то вот, да, внутреннего стержня идет. Хотя на самом деле нет. Это стало понятно, в том числе благодаря исследованиям, которые мы начали копать и начали просто смотреть, а чем мы сами от них отличаемся. Да? Те, которые не за билет в кино и не за пейджер, ну, фактически ничем. Потому что у нас тоже, как правильно абсолютно сказали, очень разная мотивация. Человек, который делает это по внутреннему позыву, он же не обязательно это делает, чтобы помочь другому. Он просто выполняет социально одобряемое действие, чтобы, как ты правильно сказал, быть хорошим в глазах других людей. В том числе, да, здесь я с коллегами согласна, мотивации очень много. Поэтому говорить о том, что значит, одни волонтеры хорошие, потому что они не получают свой билет в кино или карьерный рост, а другие плохие, потому что получают, тоже нельзя. Вот. Конечно. Другой вопрос, что, повторюсь, что государство, которое вмешивается в волонтерство, которое, в принципе, должно было расти, на мой взгляд, в другую сторону, это очень плохо, пагубно, и нам А в какую сторону оно должно было расти? Мне кажется, что волонтерство, когда там вот еще первая битва за против закона о волонтерах, да, но, может быть, мы еще в ясли ходили как сообщество. Вторая битва, которую мы проиграли с треском, потому что пришли очень умные взрослые и сделали все так, как должны были сделать, и мы все, в общем, просто тупо проиграли. Вот. Но это мы в школу пошли. Мы просто еще маленькие. Мы все еще очень маленькие. Мы молодые, у нас не выработанные... Подожди, ты сказала про то, что волонтерство должно было пойти в какую-то сторону, а оно сейчас идет не в ту. Да. Как тебе кажется? Ну, как ты так видишь ситуацию? Так в какую сторону оно должно было бы пойти? Чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо. Слушайте, я не говорю, что будет хорошо или плохо. Просто я считаю, что добровольчество и волонтерство должно было развиваться по-другому. Да, что да, государство должно помогать, но государство не должно это не возглавлять, не вмешиваться, не принимать законы о том, какими мы должны быть и какими не должны быть. В чем основная суть закона? Насколько я знаю, я так вкратце сформулирую, что идея в том, что раньше волонтеров вот не допускали, например, в больнице помогать, а теперь должны вроде как допускать. Раньше людям не да, про пользу, пожалуйста, да, и про вред, пользу. только на конкретных примерах. Раньше так, а теперь вот так. И говорить про закон. Или про роль государства. Про роль государства. Просто мне кажется, что... Государство, да. Стал называть вещи своими именами. Да. То, что раньше было не именовано и не названо, а просто все здесь надо же. Сначала там растет как трава и само по себе развивается, что, наверное, для кого-то неплохо, да. Но появились названия для всего. Что такое волонтерская организация? Это вот это. Кто такой организатор волонтерской деятельности? Это вот это. И на этой основе стали появляться регламенты в тех сферах, где это необходимо. Как можно просто взять и прийти в больницу? Приходит человек в больницу, например. Ему говорят, вас не существует. Вы будете сейчас проходить нам все медицинские анализы, потому что вы сотрудник. Он говорит, я не сотрудник, я волонтер. А за волонтера нет такого понятия. Или ты приходишь в хоспис, куда угодно. Государство не воспринимает конкретного человека, когда он работает или ведет какую-то деятельность как волонтер, как какой-то отдельный субъект. И предъявляет ему самые строжайшие требования, потому что главврач несет ответственность. Да? Появился термин «волонтер», появились отраслевые порядки взаимодействия, где что Минтруд, что Минздрав, это была долгая работа, чтобы убедить их в этом, ограничили предъявление к волонтерам требований излишних, чтобы максимально открыть учреждение. Для того, чтобы попасть в учреждение, сейчас нужно 2 справки. Раньше нужно было сдавать справку о судимости, нужно было получать полную медицинскую книжку и многое другое. Это первое, что сделал закон. Со следующего года к здравоохранению и социальной защите добавятся еще 2 сферы. Это зона ЧС и зона спорта. Там тоже наведется отраслевой порядок, чтобы максимально было просто для всех взаимодействовать друг с другом. Я правильно понимаю, что ваша платформа, в частности, будет точкой входа, через которую можно будет такие справки Да, мы получить? интегрируемся сейчас и с госуслугами, и с другими информационными системами, чтобы волонтер не обивал пороги разных кабинетов и учреждений, и мог это сделать. Можно я Можно я вопрос Артему задам? Можно? А на каких условиях в зону ЧС будут пускать волонтеров, раз это в планах? Это сейчас предмет обсуждения. В феврале 2020 года МЧС должны в марте 2020 года подготовить порядок взаимодействия, и Григорий Куксин участвует в нашей рабочей группе по разработке этого документа. Это мы вовлекли добровольных лесных пожаров. Мы вовлекли все организации, то есть Российский студенческий корпус спасателей, Россоюзспас, Гринпис, и Григория Сергеева, Лиза Альерт, волонтеров-медиков. Все находятся сейчас в обсуждении того, каким должен быть этот порядок взаимодействия. У нас на форуме в Сочи пройдет сессия ориентировочно
пока что туда планирует приехать министр чрезвычайной ситуации господин Зиничев, где в том числе этот вопрос будет подниматься. Но вот говоря о государстве, Ирина представляет две организации как волонтер. «Резалерт» и «Добровольные пожарные». Я тоже очень уважаю эти две организации. И для того, чтобы помочь этим организациям работать, государство, например, утвердило план развития волонтерского движения до 2025 года, где эти две организации... Все же хорошо. Указаны, Светлое будущее в 2025 году. Указаны, а это уже в этом году Оно происходит. уже раньше наступило. Указаны всё. как ответственные исполнители. Впервые такое произошло, где не просто министерство принимает решения за волонтеров, а мы попросили, чтобы именно организации сами брали ответственность за те вопросы, которыми они занимаются. Я поняла, что нет давления с вашей стороны, как это должно быть. Они сами в Не состоянии... с нашей стороны Да, в государства. диалоге это все выработать. Ира, скажи, Да, в чем значит, сложность в чем волонтеров? сложность? У них же Смотрите. все хорошо. вроде бы. Не всё, конечно. Во-первых, у нас действительно, конечно, но у нас все хорошо. Светлое будущее до 2025 года наступит по полной программе. По крайней мере, в сфере я, волонтерства. конечно, язвлю, простите, Артем, я просто язвлю. Послушайте, но, Чувствительно во-первых, язвишь. очень сильно. Ну, во-первых, я не уверена, что в больнице сейчас пускают так, как должны пускать. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, как криво работает государство. Во-вторых, это достаточно было проработать с больницами, с Минтрудом и Минздравом, не трогать волонтеров, не распределять невозможно их сделать. по колбочкам и так далее. Потому что дальше, вот там, если мы возьмем ЧС, я не хочу портить работу коллег, потому что это сейчас в обсуждении. Да, но просто по опыту, просто когда происходит чрезвычайная ситуация в любом регионе, будь это наводнение, пожары там, да, или что-то такое, там в любом случае бардак. И когда человек придет туда помогать, и он не будет подходить под те критерии, которые скажет им МЧС, а МЧС ему скажет не устами министра, и даже не устами замминистра, люди, которые принимают участие в разработке и все понимают, а устами местного начальника, которому как было плевать, так и будет плевать. Зачастую плевать, вот просто по опыту говорю, происходит тогда, когда нет правил работы. Правил игры нет, поэтому плевать, потому что никто не готов нести за это ответственность. Слушайте, мы Для на того, самом чтобы деле не сейчас, было плевать, коллеги, нужны я правила понимаю, игры, что у нас понимаешь? накаляются полюса, и это очень хорошо, для этого мы здесь сегодня и встретились, но вот смотрите, на самом деле вопрос, который мы обсуждаем, как я сейчас так попробую сухую какую-то остаток из этого сформулировать, вообще, нужна ли инфраструктура и правила существования волонтерского движения в рамках отдельно взятой страны, в данном случае России? Это вообще благо или не благо? Когда в эту историю приходят законы, финансирование, чиновники, которые это начинают формулировать на уровне концепций, программ, дорожных карт и так далее, неминуемо возникает какой-то вектор. Вот если я правильно понимаю Ирина считает, что это является вредом. Сейчас, да. Сейчас, Но в то да. же время все организации, которые представляет Ирина, постоянно приходят к органам власти и просят помочь, это- а те их Но не я на же самом слышат. деле представляю здесь- радиостанцию «Эхо А те Чего их вы не все время начинаете Не, ну я меня просто на сбрасывать примере. в эти организации? На примере говорю. Когда езжу на пожар или на поиски, это не означает, что я с фотографией своей, значит, бегаю там и говорю, что я представитель организации. Я волонтер. Да, как бы я еще езжу по больницам, в хосписы, животным помогаю. Давайте все тогда. Хотите через запятую? Ир, я помню, Это что просто не когда... аргумент. Нет, Простите, но это просто не аргумент. Еще раз говорю, это сейчас нам не поможет, потому что государство находится, наша страна в таком состоянии, в котором все законы, которые вы примете, будут только вредить. А почему мы Пока вот не... по общему судим? Я вот не понимаю. В смысле Нужно по рассмотреть общему? каждый конкретный вопрос, в отдельности. Если Ну да. Слушайте, можно Везде мне плохо, тоже будет и как-то здесь все-таки плохо. вклинить Что в за эту логика историю, такая? потому Я что просто когда не волонтерство понимаю. развивалось стихийно, понимаете, как бы это тоже было плохо. Тогда сами волонтерские же организации говорили, вот, не поддерживают, не помогают. Конечно. С этим и так разобрались, далее. не разобрались, эта дискуссия может длиться еще 2 часа, но так как мы ограничены хронометражом программы, я бы хотела задать другой животрепещущий вопрос, абсолютно обывательский, потому что, ну как обывательский, мы сняли кино, но когда ты снимаешь кино, каждый раз это все заново. Фильм очень хороший. Спасибо Спасибо. большое. Ты открываешь для себя что-то новое, и я помню, что я с этим фильмом, ну, очень о многом узнала, о чем-то не узнала. Вот, например, для меня до сих пор загадка, я не знаю, кто из вас лучше ответит, наверное, все просто по очереди. Начнем с себя, Ир. Как волонтеры, такие крутые люди, как Гриша Сергеев или Гриша Куксин, могут вообще не перерасти в итоге в профессионалов? Долго на неоплачиваемом труде, на пределах своих сил не уедешь. Человек растет, у него появляется семья, ипотека, ему надо как-то зарабатывать на жизнь.
А вот волонтеры, они в итоге что делают? Просто уходят из волонтерства или это куда-то перерастает? Как они справляются с этим насущным вопросом денег? Давайте тогда разделим: профессионал или зарабатывать деньги. Это два разных понятия. Меня волнуют финансы. Финансы, Да. да, потому что финансы. не бывает, да, то есть люди, которые долгое время в этой сфере, они становятся профессионалами, либо уходят, либо делают работу плохо, да, поэтому да. вот оба имени, которые ты произнесла, это люди профессионалы, но просто это вот такое слово. Что касается финансов, не скажу за них, да, но вот когда мы читаем лекции для новичков Лиза Алерт, для людей, которые только приходят в отряд, в принципе, большая часть лекций занимает словом «баланс». Да, когда мы объясняем людям, что нельзя взять и отказаться от своей семьи, от своей работы, от друзей, от своей жизни, полностью погрузиться в это, проводить 24/7 на поисках, или в любой другой деятельности, да, и просто оторваться от жизни. Никто не будет тебе кормить, никто не будет тебе платить денег, ты будешь только вкладывать, тратить и так далее. Это не у всех работает, это не у всех получается, многие обижаются, это еще одна большая проблема, так называемое выгорание, хотя на самом деле все про другое. Вот. В нормальном течении жизни и времени и всем остальном волонтерство, добровольчество занимает какую-то часть твоей жизни. Вот у меня 2 работы, за которые я получаю деньги, а все остальное это части моей жизни, которые я отдаю. Точно так же у всех остальных, у тех, кто вот к какому-то балансу может прийти. И это, как мне кажется, самое нормальное. Геройство за плечами вот этот плащ, да, я всю свою жизнь положу на крест любой деятельности, это, конечно, плохо и ни к чему хорошему никогда не приводит. К эмоциональному выгоранию, скорее всего. Да, Артем, скажи, а для тебя волонтерство уже стало профессией? Учитывая, что я возглавляю организацию, я тоже получаю за это деньги, то фактически да. Он организатор волонтерства, поймите, это его работа, он организатор. Да мы прекрасно меня за понимаем. советскую просто власть не убеждать не волонтерство нужно. стало Для меня тоже профессией, да. снимать кино на Осмысленно социальные темы, вы знаете, я от себя скажу, вы знаете, вот это тоже такая вечная история. Давайте поплачемся друг другу. Давайте поплачемся друг другу. Значит, я помню, лет 5-7 назад я был на одной какой-то встрече, тусовке, и там была презентация одного из фильмов, который мы сняли, про людей с ментальной инвалидностью. И когда ко мне подошла, и к нам с Олей подошла одна девушка, она говорила: а вы можете снять фильм еще вот про это, и у нас тоже так нам сложно, и так далее, и так далее. И мы ее внимательно выслушали, потому что действительно была уникальная история. Но я сказал ей: вы знаете, конечно, это очень интересная тема, но надо нам с вами вместе подумать, за счет каких ресурсов мы будем создавать это кино. А что она сказала: я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю: понимаете, это стоит денег. Съемка фильма стоит денег. Как и любой продукт, в данном случае волонтерская деятельность как организованный процесс или стоит денег, да? Как вы еще и деньги за это получаете? Спросила нас женщина, чем привела нас, конечно, в полный ступор, потому что это чудовищно. Плохие. Потому что мы... Очень часто возникает другая проблема. Очень часто при наборе волонтеров на какие-то мероприятия или какой-то проект люди думают, что, в принципе, обеспечивать условия их труда или что-то подобное тоже не нужно. Это же волонтеры, поэтому кормить зачем, да, с другой стороны, одевать зачем, страховать зачем, Артем, и так далее. Другая сторона. Люди приезжают там на условные поиски или там еще куда-то и ждут после этого, что их будут кормить, обеспечивать и так далее. Хотя это не так. То есть такое возникает уже... Вот, пожалуйста, вам вилка. Да, человек сам вначале, прежде чем он примет решение относительно своего участия в том или ином проекте, он должен знать сразу на входе условия. Это просто стихийная история сам по себе или есть какая-то защищенность или что-то подобное. Например, мне кажется, во всех цивилизованных странах, вот у нас сейчас завершилась стажировка в Израиле 2 дня назад, до этого в Германии, сейчас началась в Японии. И, в принципе, мы дистанционно очень много что поизучали. Это везде отрегулировано с точки зрения комфорта работы волонтера. Они все застрахованы, их всех кормят, они все обучаются по программам и так далее, и так далее. Это нормально. Труд людей. У меня такой вопрос. Если в стране все хорошо, и государство справляется со своим функционалом, я сейчас опять-таки как обыватель, не кидайтесь меня ничем, зачем вообще нужны волонтеры?
в любой стране, ну, можно я начну так аккуратно, потом... или А Владимир я, нас если цифрами. можно, завершу твой ответ, потому что у нас постепенно время подходит к концу. Ну, в любой стране государство никогда не решит проблемы, которые у них есть, что наши, что в любой другой, они всегда будут. Просто мне кажется, логика и государства, в том числе и тех, кто способствует этому, в том, что решать проблемы, когда ты не один, а когда вас 2, 3, 5 или 10 человек, можно гораздо быстрее и лучше, когда есть в том числе альтернативные мнения, когда есть люди, которые тебе могут дать интеллектуальные, трудовые, временные ресурсы и помочь достичь или решить какую-то проблему. Это осознали на всех уровнях, что в муниципалитете, что на уровне президента, и поэтому создают условия для разного рода гражданских инициатив, не только волонтерства. Да, мы говорим про поставщиков социальных услуг, НКО и всех остальных. Когда сам человек не отделяет себя от государства и говорит, вот оно плохое, а вот я хороший. Государство — это мы все, это наша страна. И вот здесь очень важно понимать, что проблема, которая Это философский вопрос. может, безусловно, Я здесь должен волей данной мне да, остановить тебя на самом интересном месте по поводу того, что мы и есть государство, и да будет так. И да будет так, потому что то самое гражданское общество, которое формируется из социальных проектов, из неравнодушия нас с вами и конкретных людей, будь то школьник, человек среднего возраста или пожилая бабушка, из этого неравнодушия в итоге и соткано то полотно истории нашей страны, которое шаг за шагом и метр за метром развиваем мы с вами. С вами была программа «Док-Ток». Увидимся.